Друзья, представьте май 1954 года. Бескрайняя казахстанская степь, лагерь Кингир, закрытый особый лагерь для политических. В женской зоне почти 3000 женщин, осужденных по выдуманным статьям. Среди них Любовь Бершатская, фронтовая медсестра, попавшая сюда по доносу завистливой соседки. Днем тяжелый труд на кирпичном заводе голыми руками. Ночью ужас от уголовников, которых администрация специально пускала в бараки. Женщины писали жалобы, но они просто пылились в архивах. Как вы думаете, почему администрация лагеря поощряла эти зверства вместо того, чтобы держать порядок? Пишите свои версии в комментариях прямо сейчас. И вот случилось невозможное. Женщины заперли бараки, объявили голодовку, а к ним присоединились политические из мужской зоны. Они сломали стены, выгнали уголовников и на 40 дней создали свою республику свободы. Впервые за долгие годы здесь играли свадьбы, венчались тайком при свете коптилок и просто улыбались друг другу. Любовь возглавила лазарет и собирала медикаменты для будущей смертельной битвы. Люди дышали полной грудью даже за колючей проволокой. Как вы считаете, откуда эти измученные, забитые женщины брали силы, чтобы 40 дней противостоять всей государственной машине? Поделитесь своей версией в комментариях. В мае 1954 года бескрайняя степь Казахстана дышала пылью и холодным ночным ветром. Поселок Кингир был закрытым особым лагерем для политических заключенных с 3 изолированными зонами и глухими стенами. Женское отделение окружал забор из прочного самана высотой 5 метров с острыми кусками стекла на самом верхнем крае. Внутри находились почти 3000 женщин, которых осудили на долгие годы за выдуманные преступления против государства. Там находилась Любовь Бершатская, бывшая фронтовая медсестра, чьи руки спасали солдат в страшные годы жестокой войны. В лагерь она попала по нелепому доносу завистливой соседки в 1946 году и получила 10 лет. Она трудилась на тяжелом кирпичном заводе с раннего утра до поздней ночи, молча замешивая глину своими голыми руками. Дни сливались в одну бесконечную серую ленту, где каждый рассвет приносил дикую усталость и вечное чувство голода. Но подлинный ужас таился не в тяжелой работе, а в ночных визитах надзирателей и уголовников из соседней зоны лагеря. Начальник лагеря, полковник Чичков, умышленно оставлял большие ворота открытыми после вечерней проверки всех арестанток. Матерые уголовники, осужденные за грабежи и убийства, проникали в женские бараки под молчаливое одобрение охраны лагеря. Женщины баррикадировали двери тяжелыми деревянными топчанами, но гнилые доски разлетались под сильными ударами сапог. Крики о помощи растворялись в ледяном ветре, а на утро надзиратели просто фиксировали новые синяки и рваную одежду. Любовь писала десятки официальных жалоб прокурору, умоляя остановить дикое беззаконие и наказать виновных охранников. Каждое заявление аккуратно регистрировали, подшивали в толстую картонную папку и навсегда отправляли пылиться в архив. Система работала идеально, перемалывая человеческие судьбы без лишнего шума и оставляя после себя лишь мертвую тишину. Как вы думаете, почему администрация лагеря поощряла такие зверства вместо поддержания строгого порядка среди зэков? Ответ был предельно циничным. Они хотели морально уничтожить политических заключенных, сломать их дух чужими руками. 15 мая напряжение достигло своего абсолютного предела, когда пьяный охранник застрелил молодую девушку Мину. Ей исполнилось всего 19 лет. Она собирала цветы около запретной полосы и не услышала крик конвоира с вышки. Этот жестокий выстрел прозвучал как гром среди ясного неба и навсегда изменил привычный уклад жизни страшного лагеря. Вечером того же дня женщины отказались выходить на построение, плотно заперли бараки и объявили массовую голодовку всем. К ним немедленно присоединились политические узники из соседнего мужского сектора, сломав прочные саманные ограждения. Мужчины выгнали уголовников, избили самых жестоких надзирателей
и установили полный контроль над огромной территорией. Начался великий бунт обреченных людей, которым было совершенно нечего терять в этой безжалостной казахстанской степи. Впервые за долгие годы Любовь Бершатская почувствовала странный вкус настоящей свободы, смешанный с едким дымом пожаров. Восставшие организовали собственную комиссию для переговоров с властями и потребовали приезда комиссии прямо из Москвы. Они наивно верили, что высшее руководство просто не знает о творящемся произволе и обязательно накажет местных садистов. Радисты собрали мощный передатчик из деталей старых рентгеновских аппаратов и начали посылать сигналы о помощи в эфир. Женщины шили воздушные змеи из кусков старых рубашек, писали на них призывы о помощи и запускали за высокие стены зоны. Любовь возглавила санитарную часть, организовав полноценный лазарет в здании бывшей столовой с помощью своих подруг. Она собирала медикаменты, бинты и йод, понимая, что впереди их ждет смертельная битва с регулярными войсками режима. Каждый день свободы стоил невероятных усилий, но узники Кингира дышали полной грудью и впервые улыбались друг другу. Даже в этих ужасных условиях за колючей проволокой люди находили место для любви, играли свадьбы и просто мечтали жить. Священники тайно венчали пары в бараках, зачитывая молитвы шепотом под тусклым светом самодельных масляных 40 коптилок. дней длилась Республика Свободы в Кингире. Женщины уже не плакали по ночам от страха, а стояли в первых рядах с железными прутьями в руках. Они решили лучше умереть свободными, чем вернуться в прежний ад. А в это время к лагерю стягивали танки, внутренние войска и тяжелую технику. Солдатам врали, что внутри опасные бандиты. Никто из восставших не питал иллюзий. Как вы думаете, дрогнуло ли сердце у советских танкистов, когда они увидели перед собой безоружных женщин в белых рубашках, взявшихся за руки и поющих гимны? Или машины даже не сбавили ход? Жду ваших мыслей в комментариях. Подавить бунт В это время любой советская бюрократическая ценой. машина медленно, но верно готовила план жестокого подавления невиданного бунта. К лагерю начали стягивать внутренние войска к штурму! МВД, дивизии особого назначения и даже тяжелую бронетехнику вооруженные из столицы. бандиты и шпионы. Генерал Круглов, министр внутренних дел, Пленных не лично брать! контролировал подготовку карательной операции против мирных заключенных. Солдатам цинично врали, что в Кингире взбунтовались опасные бандиты и шпионы, которые готовы убивать мирных граждан. Узники видели, как на холмах вокруг лагеря появляются новые пулеметные вышки и выстраиваются плотные ряды конвоиров. Никто из восставших не питал иллюзий по поводу исхода, но сдаваться добровольно и возвращаться в ад они не собирались. Женщины Кингира, эти тихие и забитые когда-то существа, теперь стояли в первых рядах с железными прутьями в руках. Они твердо решили, лучше умереть свободными людьми на этой пыльной земле, чем продолжать терпеть бесконечное насилие. 40 дней длилась эта невероятная республика неповиновения, скрытая от всего внешнего мира за бетонными стенами. 40 дней эти измученные женщины не плакали от страха по ночам, а смело смотрели в глаза своим вооруженным палачам. Впереди их ждала развязка, о которой долгие десятилетия будет строго запрещено рассказывать даже самым близким людям. Но именно здесь пролегла та самая черта, за которой человеческое терпение заканчивается и начинается истинный героизм. Ранним утром 26 июня 1954 года небо над Кингиром окрасилось кровью. В 4 часа 15 минут утра тишину спящего лагеря разорвал оглушительный вой мощных боевых сирен и гудки. В небо взмыли десятки ослепительных сигнальных ракет, освещая испуганные лица людей мертвенным зеленым светом. Железные ворота с чудовищным скрежетом рухнули под тяжелыми железными гусеницами советских танков Т-34. Карательная операция началась без единого предупреждения. Солдаты стреляли боевыми патронами по живым мишеням. Любовь Бершатская выбежала из здания лазарета, сжимая в побелевших от ужаса руках обычную холщовую сумку с бинтами. Она увидела, как огромные стальные машины целенаправленно едут прямо на беззащитные жилые женские бараки впереди. Женщины Кингира совершили поступок,
который навсегда останется в истории примером невероятного человеческого духа. Одетые в праздничные белые рубашки, они вышли навстречу ревущим танкам, крепко взявшись за руки в плотные шеренги. Они пели украинские гимны и громко кричали солдатам: «Не стреляйте, мы просто хотим справедливости и немного правды». Машины даже не сбавили скорость, безжалостно сминая хрупкие тела гусеницами. Хруст человеческих костей сливался с диким лязгом железа и истошными криками умирающих в кровавой степной пыли людей. Любовь бросилась в самую гущу этого кошмара, пытаясь оттащить раненых подруг из-под безжалостных танковых траков. Солдаты внутренних войск врывались в бараки, расстреливая в упор всех, кто пытался спрятаться под хлипкими нарами. Надзиратели, которых восставшие пощадили в первые дни бунта, теперь с особым садизмом добивали выживших штыками. За 1,5 часа жестокой бойни Кенгирская республика свободы была потоплена в реках теплой человеческой крови женщин. Официальные документы Министерства внутренних дел сухо сообщили лишь о 37 погибших в ходе подавления. Но выжившие узники до конца своих дней вспоминали о сотнях раздавленных танками и расстрелянных в упор товарищах. Тела погибших сваливали в огромные ямы прямо в степи, не оставляя ни крестов, ни табличек с именами этих несчастных. Земля на месте массовых захоронений буквально шевелилась несколько дней, потому что многих зарывали еще живыми. Любовь Бершацкая чудом уцелела в этой чудовищной мясорубке, но ее светлая душа навсегда осталась в том кровавом утре. Всех выживших после штурма согнали в пыльную степь, заставили лечь лицом в землю и держать руки за затылком до вечера. Тех, кто осмеливался поднять голову или тихо застонать от боли, немедленно избивали прикладами автоматов по лицу. Организаторов восстания оперативно выявили, бросили в карцеры и вскоре приговорили к смертной казни через расстрел. Любови добавили еще несколько лет лагерей за активное участие в бунте и оказание медицинской помощи раненым. Я ни в чем не виновата! Системе нужно было показать абсолютную власть. Шевелись! Никто не имеет права на сопротивление, даже если его убивают просто так. Следователи прокуратуры работали круглосуточно, выбивая нужные показания из покалеченных и напуганных узниц лагеря. Любовь вызывали на бесконечные ночные допросы, пытаясь заставить ее оговорить подруг и признать вину в шпионаже. Яркая лампа светила прямо в уставшие глаза, а грубый следователь часами монотонно зачитывал сфабрикованные обвинения. Она сидела на прикрученном к полу табурете, упрямо сжав сухие губы, и отказывалась подписывать лживые протоколы. За каждое неповиновение следовала жестокая расплата. Ледяной карцер на несколько суток без еды и теплой одежды. В камере одиночки было так невыносимо холодно, что вода в жестяной кружке к утру покрывалась толстой коркой льда. Несмотря на жуткие пытки, большинство участниц восстания не предали своих лидеров и сохранили невероятную гордость. В это же время полковник Чичков, по вине которого началась кровавая бойня, спокойно писал победные рапорты в Москву. Он цинично просил наградить особо отличившихся при подавлении бунта солдат ценными подарками и внеочередными званиями. Государство щедро отблагодарило своих верных палачей. Многим выдали путевки в санатории и хорошие денежные премии. А тела растерзанных танками женщин продолжали гнить в безымянных братских могилах под палящим казахстанским солнцем. Никаких опознавательных знаков на месте массового захоронения не устанавливали, чтобы навсегда стереть эту память. Надзиратели получили строжайший приказ жестко пресекать любые попытки заключенных поминать погибших товарищей вслух. Любовь Бершацкая дожила до глубокой старости и ушла в 1998 году. В ее шкафу нашли тот самый кусочек угля, которым она тайком писала имена подруг, раздавленных танками. Государство так и не наказало настоящих палачей, но женщины Кенгира навсегда пробили стену страха.
Их тихий бунт стал символом для всех политзаключенных тоталитарных режимов. Как вы думаете, можно ли полностью излечиться от такого чудовищного психологического террора даже спустя десятилетия? Или память о танках, давящих женщин, остается в крови навсегда? Пишите честно в комментариях. Любовь Бершацкая вернулась в свой барак после долгих недель изолятора совершенно седой, но не сломленной внутренне. Она тайно пронесла с собой маленький кусочек угля, чтобы записать на стене под нарами имена убитых танками подруг. Этот черный список стал единственным настоящим памятником жертвам Кингира в те страшные и беспросветные годы ГУЛАГа. Ночная тишина лагеря больше не прерывалась криками насилуемых женщин. Администрация испугалась повторения бунта. Кровавая цена, заплаченная за эту тишину, была чудовищной, но уголовники больше никогда не проникали в женскую зону. Восстание было жестоко утоплено в крови, однако оно навсегда изменило психологический климат внутри всей системы. Узники поняли одну фундаментальную вещь: даже в самом глубоком аду можно объединиться и дать отпор абсолютному злу. Эта мысль стала вирусом свободы, который начал стремительно распространяться по другим особым советским лагерям ГУЛАГа. Впереди были новые бунты в Воркуте и Норильске, которые окончательно расшатали фундамент жестокой карательной машины. Но первыми, кто пробил эту бетонную стену страха, навсегда останутся тихие и измученные женщины Кингирской степи. Спустя 2 года после кровавой бойни в казахстанской степи прозвучал знаменитый доклад Хрущева на 20-м съезде. Жестокая система лагерей дрогнула, и многие выжившие узники Кингира наконец получили долгожданную, полную амнистию. Любовь Бершацкая вышла за ворота лагеря в 1956 году с крошечным узелком личных вещей. В ее глазах навсегда застыл тот ужасный июньский рассвет, когда тяжелые танки хладнокровно давили ее верных подруг. Государство сухо извинилось перед ней бумажной справкой о реабилитации, напечатанной на дешевой, пожелтевшей бумаге. Но разве могла тонкая бумажка с печатью стереть из памяти крики заживо похороненных женщин в безымянных траншеях? Министр внутренних дел Круглов, руководивший карательной операцией из столицы, вскоре был тихо снят со своего поста. Но его не отдали под суд за массовые убийства, а просто отправили на почетную пенсию доживать свой век в комфорте. Полковник Чичков, спровоцировавший бунт своей преступной халатностью, получил лишь небольшой дисциплинарный выговор. Система всегда защищала своих преданных псов, даже если их руки были по локоть испачканы кровью беззащитных женщин. Любовь вернулась в родной город, но жизнь на свободе оказалась не менее суровым испытанием, чем годы заключения. Соседи отводили глаза при встрече, а кадровики на заводах брезгливо возвращали ее трудовую книжку обратно в руки. Клеймо бывшего политического заключенного висело невидимым грузом, заставляя людей шарахаться от нее, как от проказы. Она устроилась работать простой санитаркой в районную поликлинику, где никто не знал о ее страшном лагерном прошлом. Мыла окровавленные полы в операционных и молча выносила утки, получая за свой тяжелый труд сущие копейки в месяц. И каждый год, 26 июня, она покупала красные гвоздики и тихо ставила их в граненый стакан на кухне. Это был ее личный, невидимый для всей остальной огромной страны, День памяти жертв страшного Кингирского восстания. В 1991 году Советская империя рухнула, похоронив под своими обломками миллионы тайн. Архивы КГБ начали медленно открываться, и шокирующая правда о танковом штурме женских бараков стала достоянием масс. Журналисты бросились искать выживших свидетелей тех страшных событий, чтобы записать их уникальные воспоминания. Но многие старики отказывались говорить на камеру, потому что липкий лагерный страх навсегда въелся в их подсознание. Любовь Бершацкая стала одной из немногих,
кто нашел в себе невероятные силы открыто рассказать правду перед камерой. К ней в крошечную хрущевку приехали документалисты из Москвы, чтобы заснять интервью для нового фильма о ГУЛАГе. Она сидела перед яркими софитами в простом вязаном свитере, и ее сухие, морщинистые руки абсолютно не дрожали тогда. Спокойным, ровным голосом она рассказывала о разорванных танковыми гусеницами телах девушек в белых праздничных платьях. Режиссер фильма плакал прямо за камерой, не в силах вынести той леденящей душу жестокости, о которой она говорила. А любовь не проронила ни единой слезы, потому что все ее невыплаканные слезы давно высохли там, в степях Казахстана. После выхода документального фильма в свет общество испытало настоящий шок от масштабов государственной жестокости. Сотни людей писали письма в редакцию, требуя найти и наказать командиров тех танковых экипажей, давивших людей. Но правосудие снова оказалось бессильным перед неумолимым сроком давности совершенных кровавых государственных дел. Большинство участников карательной операции давно скончались от старости в своих уютных и просторных квартирах. Они забирали свои мрачные тайны в могилу, свято уверенные в том, что просто выполняли приказ вышестоящего руководства. Эта история учит нас тому, что слепое подчинение преступным приказам рано или поздно приводит к массовым трагедиям. Никакая идеология в мире не стоит жизни одной беззащитной девчонки, убитой ради сохранения мнимого порядка в зоне. Женщины Кингира не смогли победить вооруженную до зубов систему в том далеком 1954-м, но они одержали невероятную моральную победу, доказав всему миру, что человеческое достоинство невозможно растоптать. Их тихий бунт стал мощным символом сопротивления для всех политических узников тоталитарных режимов XX века. Любовь Бершатская дожила до глубокой старости и тихо скончалась во сне в 1998 году. На ее скромные похороны пришли всего несколько человек, включая того самого расчувствовавшегося московского режиссера. В ее стареньком шкафу под аккуратной стопкой чистого постельного белья нашли крошечный выцветший кусочек угля, тот самый уголь, которым она когда-то давно писала имена своих убитых подруг на холодной стене лагерного барака. Она хранила эту память всю свою тяжелую жизнь, чтобы когда-нибудь передать ее новым поколениям свободных людей. И мы сегодня выполняем ее последнюю волю, рассказывая эту страшную историю на нашем документальном YouTube-канале. Если вас до глубины души тронула трагедия этих сильных женщин, обязательно подпишитесь на наш канал и ставьте лайк. Нам очень важно знать ваше мнение об этих мрачных страницах истории, поэтому смело оставляйте свои комментарии. Только сохраняя память о таких чудовищных преступлениях прошлого, мы сможем не допустить их повторения в будущем. Мы продолжим искать скрытые в архивах тайны, чтобы приносить вам самые честные и шокирующие исторические факты. В следующем выпуске вас ждет не менее загадочная и леденящая душу история, о которой никогда не писали в газетах. Поддержите нашу кропотливую исследовательскую работу подпиской, и мы будем радовать вас уникальным контентом чаще. Спасибо всем, кто досмотрел этот тяжелый выпуск до конца. Ваша поддержка дает нам стимул двигаться только вперед.